Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема видео «Тайные секреты, болтовня за вашей спиной». И небольшое отступление. Сейчас в нашем сообществе Ведескара на Бусти идет акция, где вы можете приобрести все мои авторские колоды в одном наборе за одну цену – 2222 рубля. В набор входят 17 колод для печати в формате PDF и 16 колод – это виртуальные, для смартфонов и других цифровых носителей. Акция продлится до 30 сентября 2024 года. Всю информацию я закрепила под данным видео. Также можете видеть QR-код на экране вашего телефона, компьютера. Не упустите данную возможность приобрести все колоды разом. Если у вас не получится открыть ссылку, вы можете написать мне в личный Telegram. Ссылку тоже на личный Telegram я оставлю внизу под видео. Итак, для начала по традиции мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Итак, сейчас сосредоточьтесь на себе, думайте только о себе, и мы начинаем. Кто вы, кто пришел на расклад? Вы вот знаете, на самом деле сейчас в чем-то разочаровываетесь, не верите во что-то, не держите даже надежды на будущее. Вот кажется, да, сейчас, именно здесь и сейчас в моменте, как будто бы или ничего не получится, или будет что-то вот плохо, может быть, или будет хорошо, вы сами можете об этом не знать, но вот себя как-то и так, да, очень много мыслей крутится в голове. Страшаете себя чем-то, с другой стороны успокаиваете, именно валятся какие-то мысли, решение, возможно, каких-то проблем, все это хочется оставить вам, уйти, возможно, да, решайте все сами. Мне хочется заняться чем-то вообще совершенно другим, иным. Человека показывают, который испытывает какую-то нехватку. Возможно, это может быть материального характера, да, не хватает какой-то суммы, заработок может быть хороший, или вы не удовлетворены, может быть, работой или заработком на данной работе, может быть, хотели бы повышение, да, или прибавку, вот не хватает. Также здесь люди, которые пережили нелегкую жизнь, и вот, возможно, даже здесь кто-то вас или в финансах как-то обманывал, может быть, даже манипулировал, водил за нос или забрал у вас что-то, да, то, что принадлежало вам. И вы вот уже вперед смотрите, вы никому ничего давать не хотите и не будете. Вы здесь полагаетесь на себя, вы недовольны тем, что есть на сегодняшний день. Хочется каких-то, возможно, изменений. Также здесь показывают, возможно, тоже недоверие какое-то есть к окружающим людям. Кажется, что люди врут, лгут, лицемерят, или подозреваете, может быть, кого-то в чем-то. Или когда вам улыбаются, вам уже кажется, что это ложь, здесь есть какой-то подвох, обман. И не просто же так на пустом месте у вас это. Скорее всего, был какой-то обман из прошлого или очень много обмана пережито. Также показывает, что вы ушли именно, возможно, может быть, в свои дела, или собираетесь уходить в какие-то свои дела. Также собираетесь решать, может быть, какие-то бумаги, или собираетесь решать будущее свое. Здесь, может быть, кто-то откладывает, копит на что-то. Не всегда у вас получается так, как хотелось бы. Но в то же время показывает, что вот как вы считаете, нету шансов, не даются шансы мне, не везет мне, да, фортуна мне не подфартила, билет лотерейный не вытянула, счастливый. Показывает здесь большой процент людей, которые находятся в семье. И здесь тоже есть какое-то недоверие. Вы не доверяете своему партнеру до конца, боитесь в чем-то или признаться, боитесь даже о чем-то произнести. Вот поход в магазин, например, да, для вас некий уже стресс здесь для кого-то может быть. Потому что, может, партнер против, что вы покупаете не то, безделье, вот как он считает. Считает, что вы легко спускаете деньги. Здесь вот есть какой-то некий такой не контроль, а вот
как будто бы вот как над душой стоит человек. Также здесь показывают вас. Вы вообще человек такой, который себя не жалеет, старается о семье, о доме. Возможно, немного это времени уделять жизни для себя, но, может быть, сейчас что-то вы понимаете уже, что нужно что-то с этим делать. Да, бросить все кастрюли и бежать покупать себе цветы, да, и радоваться жизни. Хочется психануть, все бросить, оставить, делайте тогда все сами. Почему делаю только я, или взваливаете все на меня? Также здесь показывают человека, большой процент женщины, да, проиграется. Если смотрят мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Здесь вот показывают, что на себя очень много взвалило. Здесь есть какие-то нерешенные проблемы из прошлого, которые на сегодняшний день как-то дают о себе знать, и вам это мешает двигаться дальше, или вот как-то вообще, вы понимаете, в будущем вам это мешает. Очень много обмана, каких-то тайн. Тут кто-то или собрался уходить, уже стоит на пороге, или все оставить, бросить, или бросить работу, или поменять место жительства. Вот на что-то вы уже смотрите. Что-то вам уже осточертело совсем или надоело. Здесь у кого-то рутина могла быть долгая, или все по колесу, по одному и тому же кругу ходит, ничего не меняется. Да, кто-то видит все в серых буднях, не видит какой-то радости вообще жизни. Тут вперед смотрите с неким даже страхом. Хочется вот как-то судьбу обыграть уже, да, потому что устала уже быть для всех доброй, устала помогать, устала что-то делать, да, мне за это никакой благодарности. Также здесь женщина, которая может быть и по домашним делам, еще работает к тому, плюс еще дети. Все вот она сама. Вот, а муж только с работы домой, с дому на работу, да, вот тоже такое может быть, но не у всех. Здесь, кстати, и одинокие люди тоже проигрываются, которые сейчас находятся в таком состоянии, когда вот какой-то именно процесс внутренний, психоэмоциональный нарушен. В чем-то вы переживаете очень сильно. И вот из этих переживаний происходят, да, у вас вот такие вот какие-то депрессивные мысли, тянущиеся проблемы здесь показывают, какая-то из прошлого. Вообще мысли наш враг. Проблем как таковых не существует, они только в нашей голове. И если мы возьмем эту тактику, это мышление, что все проблемы исходят из нашей головы, получается по раскладу все совершенно логично. Здесь вот как будто бы вы надумываете чего-то лишнего или нагружаете себя чем-то лишним. Пора бы что-то скинуть или дать себе вот на самом деле время отдохнуть. Может быть также и выгорание. Здесь по здоровью очень сильно бьет вас. Будьте здесь аккуратны, не играйте с огнем. Если вы, да, взваливаете все на себя и много работы берете, дабы заработать, всех денег не заработаешь. Будьте аккуратны со здоровьем. Здесь момент выгорания может быть, и это вот как-то может сказаться или на сердечке, или на головных каких-то болях. Здесь мигрени могут быть. Это не ретроград, это не Меркурий. Это именно вот то самое состояние, когда вы перерабатываете или перенапрягаете чем-то голову. Вас вообще показывает человека, как будто бы вас кто-то испортил. Была хорошая девочка, стала недоверчивая, холодная, скупая на чувства. Внутри вас еще живет девочка, именно та, которая верит, та, которая надеется на любовь, на чувства. У кого-то здесь дети могут проиграться. Также вас показывают в позиции именно тайной жрицы, когда вы напросто чувствуете вообще энергетику человеческую, считываете информацию. Могут смотреть тарологи, психологи, ясновидящие женщины, женщины, которые чувствуют чужую энергию, чувствуют неземные силы. Женщина, которая почему-то показывает еще несколько раз делала себе больно или неправильно были выполнены ритуалы. Может быть, даже, да, вы просто где-то по книжке читали, но вот это, может быть, обернулось как-то против вас. Возможно, кто-то мог почувствовать на себе это, но не у всех опять проиграется. 19. Так, а здесь еще с 19 может числом что-то быть связано. 19 число возрождение какое-то, просвет, идеи в этот день. Или могут быть какие-то именно эмоции, веселые эмоции, радость, да, чего-то вы будете рады. Также это могут быть день приобретений каких-то крупных. Также этот день может быть не только для вас веселым, но также и где вы можете вскипеть. 19 число для вас может проиграться как-то
Может это быть 19 сентября, а может быть это 19 октября, декабря. Вот именно в этот день, да, произойдут какие-то события в вашей жизни, когда будет какой-то пик. Пик может быть радости. В основном более позитивного, да, здесь характера идет. Здесь человек такой, который не раз узнавали вы тайну в открытую, да, хотели скрыть. Также вы видите и чувствуете ложь. Показывает вас очень проникновенным человеком. Если вы хотите достать о ком-то информацию, но человек не хочет давать о себе информацию, вы сможете вывести его на те эмоции, когда человек может рассказать, поделиться вам. Также, возможно, у вас есть какие-то секреты, тоже есть какие-то тайны. У кого-то здесь есть и скелетики в шкафу, те, которые вы тщательно можете скрывать. Никому об этом не рассказывая, даже ни маме и ни папе. Есть что-то такое тайное, но это только между вами и вами. И вы человек такой, который, возможно, до глубины души или любит, или ненавидит. Также здесь вы можете выглядеть очень красиво, молодо, или влиять на сознание людей, влиять на поведение людей. Можете вести их так, как вы задумаете. Тут показывают, с одной стороны, вы рады общению, но живому, настоящему общению. С другой стороны, я вижу недоверие, вы закрываетесь от общества. Вообще вам чужды шумные компании. Для вас более приемлемо будет, например, уединение с собой. Посмотреть какой-то фильм, даже в одиночку, почему бы и нет. Поразмышлять просто, не включая телевизор, да, и интернет. Посидеть у окна. Вот даже посмотрев на стену в одну точку, вам и с этим хорошо, с этой точкой на стене, потому что вы можете очень глубоко думать. Также умеете что-то наперед или видеть, чувствовать, вернее, видеть, да. Или же сны какие-то, можете вещи тоже видеть. У вас не так много сил, вам нужно силу копить, а не отдавать. Здесь, возможно, вы очень много отдаете сил. Даже отдаете много вот этой энергии и сил работе. Но поймите, всех денег не заработать. Это касается именно тех, кто здесь работает до упаду, хочет заработать, да, хочет успеть или, например, до пенсии или на пенсию, да, чтобы было вот как-то уже думает наперед о будущем. Там купить дом, жилье надо откладывать, надо зарабатывать, вот как-то так. Тут думайте и о своем здоровье, думайте об отдыхе. Потому что случись с нами, да, это нам уже потом не нужно будет. Если с вами резонирует, давайте продолжать смотреть дальше. Тайны, секреты, болтовня за вашей спиной. Сейчас думайте только о себе, и мы начинаем. Здесь при какой-то ситуации, здесь именно выходит женская роль, женское лицо. Смотрите, кто-то считает, был в ситуации, когда что-то у вас произошло. И когда у вас что-то это произошло, человек считает, что вы получили вот как некое справедливое наказание. Да, или же тут двоякая ситуация, когда могут думать, вы заслужили что-то справедливо, счастье. Или, да, что-то именно произошло, что сделало именно в негативном ключе, и кто-то вас в этом застал. И этот человек может думать, что вы это заслужили именно с негативной стороны, в негативной характеристике. И здесь вот прослеживается такая линия интересная, когда человек за вами наблюдает и думает, да, в порядке ли у вас там все, даже когда это при негативной ситуации, да, в порядке, как вы там поживаете, да, есть какой-то такой чешущийся интерес, когда чешется, хочется узнать, как вы там, живы ли вы еще. Тут человек, знаете,
как будто бы поддерживает какую-то или связь с вами, или контакт, или где-то, может быть, и за вами наблюдает, видит вас, да, и берет откуда-то информацию. Возможно, даже показывает, это может быть и ложная информация, это может быть и правдивая информация, но он выстраивает какую-то свою цепочку определенно в голове о вас или о вашей ситуации. Вот видите, я говорю, сколько людей, столько и мнений, поэтому никогда не обращайте внимания вообще на общее мнение. Оно может быть разным. Кто-то в вас увидит динозавра, а кто-то в вас увидит ангела или феечку. Или, да, ну, у каждого, понимаете, свой взгляд. Как это говорят, в зависимости от вашего воспитания. Кто-то и пошло увидит, кто-то, наоборот, вас увидит в лице там, такого важного, строгого человека, может быть. Да, и кто-то быстрого, кто-то медленного. Поэтому здесь человек строит однозначно какие-то свои, давайте так назовем, иллюзии, да, по поводу вашего портрета и делает какие-то определенные выводы, что вы это заслужили, не зная вашу жизнь. Причем, вы знаете, как бы я думаю, многие об этом знают, что остальные лучше нас знают, нежели мы себя, понимаете? Поэтому сколько людей, столько мнений, и это вполне себе нормально. Пусть думают, это их, на их совести, на их голове. Вот, поэтому я всегда говорю, лучше смотреть в свою жизнь, нежели копаться в чужой. Зачем? Здесь есть некий момент не зависти, а вот какой-то гонки в чем-то. Человек, возможно, или как-то хочет вас обогнать, опередить, да, или вы успешнее, а он нет. И вот как-то пытается найти вот какой-то промах, да, вы споткнулись, человек трет руки и думает, не сломала ли она там ногу, не было ли вывиха, а как она поживает, а почему-то она на работу не приходит, а может у нее вывих был. Вы знаете, понимаете, да, о чем я говорю? Вот именно такого типа ситуация здесь. Наблюдение какое-то есть. Далее. Тайные секреты. В вашей семье есть какие-то секреты. Давайте дальше раскроем это. Но здесь я скажу, вас ценят, вас уже уважают, вас респектуют, да, вас ставят именно, с вас берут пример, возможно. Кстати, здесь и разговоры о вас идут, причем в положительном ключе, как-то вас хвалят за какие-то, возможно, достижения. Или вот, а посмотри, какая она выучилась, получила, да, там 2 высших образования, например. Или у человека могут говорить, что у вас, например, есть то, да, как вы этого достигли и так далее. Целую, может быть, историю вашей жизни. Но вот вас вспоминают именно с положительной стороны, да, и вас ставят, возможно, здесь как пример. Вот смотри, учись, да, вот в таком ключе. Вас видят женщину такую, которую нужно уважать. Уважают ваше мнение, возможно, даже, знаете, тут к вам прислушиваются. Прислушиваются даже не только скорее родственники, я думаю, потому что здесь идет такая характеристика, да, к вам хочешь не хочешь, хочется прислушаться. Но у вас могут быть, на самом деле, у такого человека, да, могут быть завистники. Здесь выходит императрица, здесь выходит Паш мечей. Интеллектуальная сторона очень развита, чувственная. И вообще, да, по себе императрица – это та женщина, в которой все стихии. Да, та женщина, я бы ее назвала даже всемогущая женщина. Она может быть и красоткой, она может быть и та, которая в горящую избу, да, она же может на себе и камни тяжелые нести, сняв с плеч себя груз, накраситься и пойти танцевать. Та женщина еще, я бы назвала, тут и мечи, умная она, кстати, а умная она может быть и хитрая, это женщина, да, вот именно вы, ваш портрет. У вас, кстати, на самом деле и учатся люди чему-то, смотря на вас, может даже кто-то копировать пытаться. Вот вы непредсказуемы, потому что здесь одну разницу с другим вас нельзя прочитать.
с первого свидания. Вас нельзя предугадать с первого знакомства. Нельзя прочитать ваши мысли, о чем вы думаете, что вы можете сделать. Прожив даже с вами хоть 10, хоть 20 лет, хоть 30, не знаю, что вы можете вытворить, да, или, именно в разном ключе, в положительном или в отрицательном, как, смотря, да, к вам относились. Вот здесь вы такая женщина еще та, которая по справедливости именно поступает. А логик, думайте очень часто головой, не сердцем, полагайтесь на голову. Вы, знаете, сначала соберете какие-то аргументы, факты, как сканируете вообще ситуацию, сделайте какие-то выводы как судья, и вот потом только начинаете вынести какой-то вердикт, и потом только начинаете, возможно, действовать. В молодости вы считаете, что вы совершали много каких-то ошибок, глупостей, и да, вот что-то вам не нравилось в молодости. Я думаю, это не только вам. Это большинству, да. Кто-то творил какие-нибудь чудеса, может быть, красил там, не знаю, зеленую помаду по молодости, волосы в зеленый цвет, кто знает. А потом вы смотрели на это и говорили: о боже, что я с собой делала. Вот как-то так. И здесь о вас идет разговор такой, что у вас бы еще учиться. Также здесь смотрят на вас как на женщину, у которой именно в любовной сфере тоже все получается, все у вас хорошо, или мужчины вами умиляются, нравитесь вы мужчинам, и вот с вас тоже берут пример женщины, да, и пытаются как-то походить на вас, копировать, может быть, ваш стиль, вашу одежду, там, не знаю, вот присмотрят у вас что-то, купят такое же, или, да, спрашивают: а где ты это купила? Также, может быть, даже спрашивают совета: слушай, Наташа, а идет мне вот эта вот юбка, скажи, а? Вот, да, спрашивают у вас совета, какого авторитета, именно стиля. Вот так, вот, потому что, вы для кого-то на самом деле пример, эталон. Давайте, или вот как мне поступить в такой ситуации. Вот этой женщине можно все спросить, у императрицы. И как одеться, да, и дай мне совет, как засолить огурцы, и скажи мне, как выглядеть модно в богатом обществе. То есть это та женщина, которая в себе имеет все ключи. Знания притом, да, такая мудрая, очень начитанная, эрудированная. Но иногда вы можете себя назвать глупышкой. Хотя это неправда. Вы только можете вслух это произнести. На самом деле вы понимаете, что вы эрудит. Далее едем. Тайны, секреты, болтовня за вашей спиной. Работа. Работа, социальность. Так. Здесь кто-то говорит о какой-то дороге с мужчиной, что вы не пара с каким-то мужчиной. Да, он для вас мелкий, а может и молодой, а может, да, не столько зарабатывать, сколько вы. Именно статусность. То есть ваш статус выше, нежели статус мужчины. Далее здесь идет разговор о детях, если есть дети. Так, в общем, да, о чем-то семейном. Акцент ставится на мужчине. Или мужчина не может тянуть, тянете вы. А другие говорят, что вы как содержанка, наоборот, да. Вы не можете столько получать, это однозначно, зарплату, да, такую иметь. Или вам бы на это не хватило вашей зарплаты, у вас однозначно есть спонсор. То есть вас кто-то содержит. А работа это для вас так. Где-то показать новые сережки и сумочку. Новую. Да, вот кто-то так, кто-то наоборот, что вы все вытягиваете, а другое мнение именно может быть это спором или обсуждением. Но знаете, вы, наверное, зайдете, а сразу так тихо, да, все. Секретики, тайны. Пытались, возможно, да, вот как-то кто-то хотел вас продавить, прогнуть под себя, манипулировать, возможно, как-то пытаться вами. Скорее всего, это мужчина. Но вы здесь не даетесь. И по поводу этого, возможно, переживаете. Здесь кто-то, кстати, переживает, возможно, даже это как унижение, как,
Да, даже возникают какие-то комплексы, я что, не женщина, или меня не любят, или, да, меня вытирают ноги, это что такое. Вот, да, иногда даже хочется заплакать, или меня любили нечестно, мной пользовались. То есть, или я ресурсна, я могу, да, а вот такое чувство, что вот все пытаются, вплоть до мужчин, до отношений, что касаемо пользоваться, брать, не давать. Здесь вот какой-то мужчина-хитрец. Причем здесь могли быть какие-то треугольники, измены. Пока вы там зарабатываете, домой пришли с вами сю-сю-сю-сю-сю, как бы все хорошо, но по факту здесь, да, потом, может быть, кто-то узнал, или на самом деле присутствует третье лицо. Да, могли быть измены или какие-то предательства. Также человек мог за вашей спиной пытаться вот о вас как-то или обсуждать вообще ваши отношения, жаловаться на отношения, что-то его не устраивает. Это могут быть или его семья, или его друзья. Вы знаете, да, здесь подлость, хитрость, обман. Причем, знаете, тут человек такой мог сказать вам, мог вас, вернее, ревновать, держать, как говорится, на поводке, контролируя вас, зная, где вы, с кем, во сколько, чего, да, зная, что вы там на работе, с работы домой. Так, ты где была, почему чуть опоздала или почему не отвечала? А он, да, тут имеет право. А вы уже, знаете, плюетесь, вы не хотите этого терпеть, вы хотите на все, как говорится, высрать и пойти дальше. Причем здесь карты показывают, да, если вот эту вот картину, если оно есть сейчас, да, здесь нужно останавливать, разрушать. Тут выходит башня, да, когда этому уже пришел конец. То есть, скорее всего, здесь уже начинают вмешиваться высшие силы, выталкивать человека, да, когда человек уже начинает творить чудеса. Он уже сам показывает, что давай, вытолкни меня из своей жизни. Ты этого не заслуживаешь, карта звезда выходит, да, ты этого не заслуживаешь отношения к себе. Ты не тот человек, об которого нужно вытирать ноги. Да и вообще, ноги вытирать, кто бы это ни был, недостойный поступок. Вот так вот. А тем более, если вы этому человеку помогали, здесь есть какой-то однозначный ресурс, связь какая-то между ним. То есть это может быть бывший муж, да, или мужчина. Тут могли быть и дети, да, совместные есть, может быть, дети. Вот у кого нет детей, да, здесь именно идет момент семьи. Но у вас воспоминания, возможно, еще какие-то из прошлого с этим мужчиной остались. Тут очень много лжи, обмана. Именно идет, да, то самое лицемерие, когда в лицо улыбаются или обнимают себя, как будто бы любят. Все хорошо. А на самом деле, да, ведутся на стороне веселые, бурные интрижки, так это назовем. Здесь может быть и не только треугольник, но и четырехугольник. Когда и вы смотрите уже в другую сторону, да, возможно, может быть, вы уже или ищете, или куда-то поглядываете, потому что понимаете, что ловить здесь нечего уже. Здесь тут кто-то или тщательно скрывал, а потом это вскрылось, да, именно обман. Или вы еще узнаете о какой-то подлости этого человека. Мужчина – это противоположный пол. Дальше. Вот смотрите, выходите вы, и выходит еще женщина, да. Здесь однозначно вот есть какая-то борьба, что кто-то здесь вас недолюбливает со стороны вашего партнера, мужчины, или, может, бывшего мужчины, бывшего знакомого, с которым, может быть, завязался роман. Недолюбливают и, возможно, знают о вас или видели вас где-то. Есть такое, но здесь есть такая какая-то, знаете, и ревность, и несерьезность. Может, еще молода или незрела.
Кстати, здесь как будто бы присутствует какая-то некая доля, знаете, и зависти, и тоже на вас смотрит. И вот момент сравнения, кто лучше, вы или она. Показывает, женщина очень фальшивит тоже, врет. Тут, возможно, знаете, присутствует, я даже не знаю, как это называть. Вы смотрите в другую сторону, думаете, может быть, с другим познакомиться. Будет возможность с радостью, потому что в этих отношениях держаться не за что. А там, находясь мужчина тоже в каких-то отношениях, та женщина тоже куда-то смотрит. То есть тут вообще паучий дом. Когда... И здесь у всех присутствует, знаете, разочарование. Но это понятное дело. У всех присутствует разочарование, недоверие. И у этой женщины, да, по отношению к мужчине, и у вас, и у мужчины. И у мужчины, знаете, такое отношение пофигистическое. Будь что будет, не жалко. Да, потеряют те отношения, будут эти, не будут этих, так другие. Вот какой-то уже, знаете, психанул человек. Что-то тоже не получается. Ни там, ни сям. Да, то есть какое-то идет обесценивание, или мужчину обесценивают, не уважают его, чувствуют что-то, да, за ним неладное, подозревают его в чем-то. Возможно, даже, да, плюют в его адрес. Возможно, и вы плюете, и та женщина плюется. Вот так вот. Потому что мужчина ни нашим, ни вашим. Здесь, кстати, мужчину настигнет участь. Что касается вас, да, вот здесь вот, смотрите, а вы не бойтесь остаться одной. Почему? У вас сразу появится много шансов, перемены в жизни появятся. Да, не нужно бояться. Здесь однозначно стоит закрываться от каких-то сложных, именно токсичных отношений. Те отношения, которые вас тянут вниз. Если чувствуете, что чувствуете себя плохо, постоянно переживаете в этих отношениях или раздражаетесь, или где вас втаптывают, вытирают вами пол, то закрываем двери и уходим, не жалея его красивые глазки. Любовь заключается в первую очередь в доверии. Если его нет, то здоровье губите себе. Далее здесь показывают женщину, которая на самом деле, может быть, как-то или помогала вам каким-то советом, или когда-то давала отдельный совет, но вы не послушали, да, вы решили сами проверить наперед. Может быть, не об этом человеке, а вообще о каких-то ситуациях, именно касаемо отношений. Давала вам совет, вы не послушались, пошли все-таки дальше, и в итоге что-то обожглись. Причем показывает, что эта женщина еще в вашей жизни проявится. Да, женщина, возможно, послана вам как посланник, или именно в тот момент, в тот час, да, женщина подсказала что-то, что вы должны услышать. Может быть, она даже сама не понимала, с какой дури я это ляпнула, да, но это должно было прийти. И еще что-то придет от этой женщины. Так, имейте в виду, кто это, подумайте. Далее. Тайны, секреты, болтовня за вашей спиной. Опять работа. Работа, не покладая пота. Угу. Ой, тут кто-то, знаете, шепчет кому-то на ушко, причем женщине, которая выше статуса, такие крысы, да, вот, которые любят жаловаться, шу-шу-шу, вот такие вот крысеныши скользкие. Вот такая вот крыска есть, которая о чем-то именно или жалуется, чем-то недовольна. И здесь есть опять какая-то доля зависти. Хочется ей вам как подножку поставить, да, чтобы что-то не получилось, или чтобы, например, уволили вас, найти какие-то причины, найти какие-то минусы в вас, чтобы у вас что-то не получалось. Или вы, например, профессионал в своем деле, в своей работе, но и вот человек хочет, чтобы вы споткнулись.
И вот куда-то что-то человек шепчет, докладывает, может, скриншоты какие-то показывает или еще чего. Вот какую-то информацию доносит, причем человек этот, да, это женщина, человек хочет за счет этой ситуации вылезти на трон, королевский трон, да, думая, что вот ее протянут куда-то выше, или по карьерной лестнице, да, или она чего-то добьется. Как это называли? Стукачи. А эта женщина, которая нажалуется, не рада вам. Но та более мудра, да, которая вам не рада. Та женщина, именно королева. Она вам не рада, тоже есть какая-то доля зависти, но поступает мудро. Хотя вроде как, да, женщина королева, женщина имеет, может быть, какой-то или статус, или где-то уважаема в каком-то обществе. Вот та крыска, она пытается вот как-то скрываться. Может быть, даже та королева не скрывает, да, своего отношения к вам, а вот эта крыска, да, может вам улыбаться в лицо, но вот делать подлянки. Знаете, почти вот во многих обществах вот такие вот люди есть. Да, это как существует черное и белое. Когда коллектив особенно большой, вот такие всегда найдутся. Это такая структура общества, в принципе. А не все бывает тишью да гладью. А будет ли она что-то делать? Нет, она будет, вот, знаете, тайно так подускивать на что-то, может быть, или шептать, жаловаться на вас, докладывать что-то о вас, да, что сегодня вы пришли в короткой юбке, хотя этого нельзя на работе, или на каблуках, или наоборот в тапочках домашних. Вот как-то вот такие вот мелочи, чтобы вас как-то осквернить, возможно, или вот подножку поставить именно в карьере. Да, ищет на вас какие-то именно вшивые детали, чтобы вот, ну, сейчас я как... Нет, делать человек ничего такого именно острого не будет, но вот так мерзопакостить, да. Здесь-то есть все подшептывать. Давайте еще посмотрим тайны, секреты и болтовня за вашей спиной. Чего мы там не знаем еще. Ох, обиженка мужчина. Че это он? Обиделся. Опять мужчина из прошлого. Ох, как он переживает, как он бы хотел, чтобы вы изменились, чтобы стали вот такой вот, какая бы были, да, чуть ли не на первом свидании, такая ласковая, такая нежная, такая вот, да, с которой вот были какие-то вот чуть ли не свечи зажигали и звезды с неба не доставали. Но вот, знаете, вы не ведетесь на его какие-то, не то что манипуляции, а вот всякие... Вот ему нравится зеленый, а вам красный. Ну вот он хочет, чтобы вам тоже зеленый нравился. Да? Вот обижульки такие детские здесь показывают незрелость мужчины, хотя это может быть мужчина даже и старше вас, но внутренняя незрелость быть. Также человек очень сильно переживает о чем-то, есть какие-то недоговоренности между вами, или да, человек как будто вас потерял. Или вы не смотрите в его сторону, или смотрите на косо. Человек это очень сильно задевает. Человек так не привык. Человек привык, что пошел на свидание, сводил в Макдональдс, и это как бы как звезду с неба достал. Все, теперь, да. И то, наверное, в Макдональдс сводив, с окна покормив. Ну вот знаете, да, с окна, когда подъезжаешь, как это называется в России, и вот сразу тебе с окна подают еду. Вот так вот, чтобы не напрягаясь, там не стоя, не держа там этот разнос, поднос. Да, над отношениями работать не хочет, он хочет работать над собой, он считает, что вы должны над собой в чем-то поработать, измениться как-то, потому что... А что это он так переживает? Да, он переживает. Он не то, что переживает, как вы там с другим будете жить, вам нужно измениться вообще бы, да, а вот именно для себя это.
Вы должны измениться, возможно, по отношению к нему. Или изменить свое мнение по отношению к нему. Он такого не заслуживает. Он заслуживает почести, как он считает. Он заслуживает финансов больших. Но вот не идет гора к Магомеду. Да? Человек старается как-то. Здесь человек еще такой стратег. Человек, возможно, манипулятор. Человек, у которого есть какие-то комплексы, извиняюсь, но неполноценности. Здесь у человека есть какие-то свои детские амбиции. Именно детские. Здесь пажи, рыцари. Да, вот поскакать, как-то самоутвердиться. Причем самоутвердиться в разном случае. Кого-то или обидеть, да, кто слабже. Или обидеть женщину, она же слабже. Да, или даже если мужчина, но он должен быть слабже, чтобы выглядеть на его фоне сильнейшим. То есть вот какое-то такое гнильцо здесь попахивает. И у человека, человек переживает за какие-то свои комплексы, что он что-то не может. Он бы хотел что-то преодолеть, какой-то барьер, который преодолевают все настоящие мужики, но он не может, да, кишка тонкая. Здесь везде одни пажи. Но он себя внешне может или выглядеть, да, таким солидным, а внутри такое гнильцо. Или же, да, вот человек прогнивший. Или же вот здесь вот на самом деле какой-то застой. Человек не развивается, вообще не развивается. Человек может только обижаться, человек может только кричать или психовать, или отворачиваться, да, вот надувать губки. Показывает, что вы или прожили с этим человеком вместе, здесь какие-то есть амбиции, что вы должны, да, перед ним, вот чтобы еще к нему вернуться, да, вот измениться вы должны. Вот тут прям амбиции через себя очень любят. Да, такой тип величественный. Умеет дарить только слова, но не дела. А дела он только для себя может делать, но не для кого-то. Это слишком напряжно и это лишнее. Я живу эту жизнь, как он считает, не для того, чтобы на кого-то впрягаться, а я должен впрягаться на себя. Вот видите, да, как мужчина себя уважает, и вы уважаете себя. Вот. Но вы уже уважаете себя, если вы уже не в этих отношениях. Так оно и быть. О, человек, который любит других людей. Тут какие-то однозначно комплексы, да, ставить именно в такую ситуацию, когда, ага, вот видишь, я был прав. Вот понимаете, в чем-то выигрывать, что-то доказывать, ждать, да, именно того момента, когда кто-то где-то может подскользнуться, а он еще поможет подскользнуться. И потом скажет, ага, я же говорила, что скользко на улице. Тут идет вот что. Мужчина в вас чувствует высоту. Тут неприемлемо, чтобы женщина была, да, вот в успехе, а он нет, или в ресурсе. Нет. Мужчина должен быть ресурсным, а женщина там на кухне кастрюлями стучать и поварешками. Вот ее место, он так считает. Но тут же, как ни крути, вы в ресурсе. И дабы за счет того, чтобы где-то выразиться, быть главнее, быть выше, слабую жертву, чтобы ей потакать и говорить, вот видишь, я твой хозяин, да, вот так вот. С вами этого не получается, вы такая у нас женщина, за которой не угнаться, за которая не будет слушать, у которой есть свои принципы, которая себя уважает. Даже как король, это картинка, только внешняя, король. Это паж незрелый, ну, конечно. Здесь отношения или остановлены, или уже нет этих отношений, скорее всего. Да, возможно, даже живем вместе, но по разным кроватям. Что он за вами бежит? Что-то ему не хватает. Вот вы что-то умели давать ему, да, какой-то ресурс. Он наполнялся этим. И вот как вас взять, и хочется, и колется. Да вы ушли вообще.
быть, даже, возможно, здесь слышали какие-то в свой адрес оскорбления, может быть, унижения, да, уже вот просто уходила, даже не глядя, и даже сама не знала уже куда, но лишь бы уйти, возможно, да. Отношения, может быть, закончились именно на печальной ноте. У кого-то даже, может быть, с криками, скандалами, истериками заканчивались отношения. Но вы какое-то время ждали, ну что-то там, что происходит. Тяжело было. Хотелось, может быть, каких-то эмоций. Здесь, возможно, был треугольник, но вот закончилось все не совсем и порядочно, возможно, да, и не совсем именно в положительном ключе. Сейчас посмотрим на колоде «Золотой ключ», что колода хочет вам передать. Сделаем 3 позиции. Выберите одну позицию из 3, и мы начнем. Итак, кто выбрал первую позицию? Новый человек в вашей жизни для супружества. Верность, опора и помощь для вас. Сложности, которые скоро уйдут. К вам идет радость. Кто выбрал вторую позицию? Ваша мечта скоро осуществится. Очищение вас от чего-то или от кого-то. Новый коллектив, коллеги, друзья, знакомства. Любовь. Кто выбрал третью позицию? По вам очень тоскует человек из прошлого. Скоро будете что-то праздновать. С вами ангелы-хранители. Новые знакомства. Откроем колоду палитра аффирмаций для вас. Я добиваюсь успеха в каждом своем начинании. Я достигаю новых вершин. Я позволяю себе любить. Я привлекаю в свою жизнь духовное и материальное благополучие. Я магнит, притягивающий любовь в свою жизнь. Я притягиваю деньги. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.